Привет, друзья! Это ваше окно в мир древних загадок, и сегодня мы отправляемся в самое сердце мексиканских джунглей, туда, где скрываются таинственные лабиринты майя. Представьте себе, густые заросли, где воздух пропитан влагой, а звуки джунглей — это какофония жужжащих насекомых, криков птиц и, возможно, шороха чего-то куда более зловещего. Здесь, вдали от цивилизации, среди кривых лиан и древних деревьев, спрятаны архитектурные шедевры, которые бросают вызов нашему пониманию прошлого. Мы говорим о яшеланских лабиринтах и их собратьях в других уголках мира майя, загадочных структурах, которые до сих пор заставляют археологов ломать голову. Так что берите свой воображаемый спрей от комаров и давайте погрузимся в эту историю, полную тайн, мифов и, возможно, даже затерянных сокровищ. Яшелан – город на краю мира. Начнем с Яшелана, древнего города майя, затерянного в джунглях Чиапаса, вдоль реки Усумасинта. Это место настолько изолировано, что добраться до него можно только на лодке, плывя по мутным водам реки, где нет ни дорог, ни указателей, ни даже сигнала GPS. Представьте, как вы плывете, окруженные стеной зеленых джунглей, и вдруг перед вами возникает город, который словно застыл во времени. Яшелан – это не просто руины, это место, где каждый камень дышит историей. Но что делает его по-настоящему уникальным? Конечно же, его лабиринт. Этот лабиринт, скромно названный археологами «Зданием 19», это не просто набор коридоров. Это сложная структура из 3 уровней. Один надземный и 2 подземных, соединенных узкими лестницами и темными проходами. Когда вы входите внутрь, вас встречает не только темнота, но и полчища летучих мышей, которые, кажется, считают себя полноправными хозяевами этого места. Один неверный шаг, и вы можете оказаться под душем из гуана. Не самая приятная перспектива, правда? Но что делает этот лабиринт таким загадочным? Многие его туннели были намеренно засыпаны щебнем еще в древности, как будто майя хотели что-то скрыть. Некоторые коридоры заканчиваются тупиками, а другие, возможно, вели к секретным комнатам или даже легендарным сокровищам. Археологи до сих пор спорят, был ли это ритуальный комплекс, склад или, может быть, портал в подземный мир, который в мифологии майя Шибальбе считался местом полным опасностей и испытаний. Никто не знает точно, потому что ни гробниц, ни реликвий, ни явных следов ритуалов здесь не нашли. Только туннели, летучие мыши и тишина, которая словно хранит тысячелетние секреты. Лабиринты майя – не только Яшелан, но Яшелан – не единственное место, где майя строили свои лабиринты. Похожие структуры были найдены в Тонине, Донине и Ошкинтоке, и каждая из них добавляет новую главу к этой загадке. Например, лабиринт Танины встроен прямо в стену огромной пирамиды. Это как если бы архитекторы решили совместить храм и головоломку. В Донине лабиринт с высокими сводчатыми потолками, возможно, служил подземным дворцом, символизирующим загробный мир. А в Ошкинтоке есть лабиринт Сатунат, чье название буквально переводится как «место, где можно заблудиться». Звучит как идеальное название для лабиринта, не правда ли? Эти лабиринты объединяет одна черта. Они кажутся созданными не для удобства, а для того, чтобы запутать и скрыть. Майя были мастерами символизма, и их архитектура часто отражала их космологию. Лабиринты могли быть метафорой путешествия души через Шибальбу, где герои должны были преодолевать испытания, чтобы достичь богов. Или, возможно, они были практическими укрытиями для элиты, местами, где хранились сокровища или проводились тайные ритуалы. Интересно, что в отличие от критского лабиринта с его минотавром, майянские лабиринты не связаны с конкретными мифами о монстрах, но, возможно, их настоящим монстром была сама неизвестность. Страх заблудиться в темноте, где каждый поворот мог стать последним. Эдгар Кейси из залы записей. Фантазия или реальность? Теперь давайте добавим немного мистики. В 19-х годах 20 века американский экстрасенс Эдгар Кейси, известный как «Спящий пророк», заявил, что древние атланты – цивилизация, якобы существовавшая более 10 тысяч лет назад, спрятали свои знания в 3 местах – в затонувшей Атлантиде, под пирамидами Египта и где-то на Юкатане. Неужели он говорил о лабиринтах Яшелана, Танины или Ошкинтока? Могли ли майя унаследовать эти знания и построить лабиринты, чтобы защитить их? Конечно, официальная наука скептически относится к таким теориям. Атлантида остается мифом,
а идеи Кейси часто воспринимаются как фантазия. Но что если в его видениях была доля правды? Что если лабиринты скрывают не просто пустые коридоры, а нечто гораздо более значимое, например, древние тексты или артефакты, которые могли бы перевернуть наше понимание истории? Эта гипотеза, конечно, звучит как сюжет для приключенческого фильма, но она заставляет задуматься. Майя были невероятно развитой цивилизацией. Они создали сложные календари, точные астрономические расчеты и письменность, которая до сих пор не полностью расшифрована. Не исключено, что они могли знать больше, чем мы думаем, и лабиринты были их способом сохранить это знание от посторонних глаз. Джунгли полны тайн лабиринты – это только часть загадок, которые скрывают джунгли. Например, в Гватемале с помощью технологии LIDAR археологи обнаружили целую сеть древних дорог майя, настоящие супермагистрали, протяженностью более 110 миль. Эти дороги, выкрашенные белой штукатуркой, светились под лунным светом, позволяя путешествовать ночью. Это не просто тропы, а сложные инженерные сооружения, которые доказывают, насколько продвинутой была цивилизация майя, даже без изобретения колеса. А в Перу, в сердце Амазонии, был найден гигантский камень с вырезанными символами кошачьего божества, датируемый 200 годами до нашей эры по 200-й год нашей эры. Этот камень, весом 10 тонн, был каким-то образом доставлен в горы, что само по себе кажется подвигом. Почему древние жители тащили его туда? Возможно, это было связано с поклонением кошачьим богам, символизирующим силу и плодородие. Интересно, что даже столица инков, Куско, была спроектирована в форме пумы, что показывает, насколько глубоко кошачья символика проникла в культуру региона. Почему лабиринты так важны? Возвращаясь к лабиринтам, стоит задуматься, почему майя были так одержимы этими запутанными структурами? Возможно, дело не только в практической функции, но и в философии. Лабиринт – это символ пути, испытания, поиска истины. Для майя, чья культура была пропитана ритуалами и мифами, лабиринт мог быть способом взаимодействия с божественным, местом, где человек сталкивался с самим собой и своими страхами. Или, может быть, это были укрепления, где элита скрывалась от врагов, как в случае с Ешеланом, который соперничал с соседним городом Пьедрас-Неграс. Современные технологии, такие как LIDAR, помогают раскрывать эти тайны, но они также напоминают нам, как много мы еще не знаем. Каждый новый раскоп, каждый обнаруженный коридор приближает нас к разгадке, но одновременно порождает новые вопросы. Были ли лабиринты местами силы, хранилищем изнаний или просто архитектурными причудами древних гениев? Заключение. Призыв к приключению. Итак, что мы имеем? Таинственные лабиринты, спрятанные в джунглях, которые до сих пор бросают вызов нашему пониманию. Это не просто каменные коридоры, это окна в мир, где мифы и реальность переплетаются. Яшелан, Танина, Ошкинток. Каждое из этих мест рассказывает историю о людях, которые видели мир иначе, чем мы. Их лабиринты – это не только архитектурное достижение, но и загадка, которая манит нас, современных искателей приключений, отправиться в джунгли и найти ответы. А что думаете вы? Осмелились бы вы войти в темные туннели Яшелана, зная, что там могут быть летучие мыши, тупики или, возможно, что-то гораздо более древнее и загадочное? Напишите в комментариях, хотели бы вы отправиться в такую экспедицию, или, может, у вас есть свои теории о назначении этих лабиринтов. Если вам понравилось это погружение в мир древних тайн, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы еще вернемся в джунгли, ведь там скрывается еще так много историй. До встречи, искатели приключений!